Вітаю вас у своєму саду. Я Светлана. У нас сегодня солнечно так, относительно тепло, хотя -5. Но на солнце, я вам скажу, очень тепло. Растаяла травка. Моя команда, пересчитайтесь. Вижу, что вам очень нравится наблюдать за их проделками. Сегодня будет видео. Знаете, что когда обрезала гортензию, хотела на этом акцентировать внимание и забыла. О том, как определить возраст гортензии метельчатой. У крупнолистной определяется по размеру куста, по его габитусу кроны, по количеству веточек. А у метельчатой гортензии все очень просто. Вопрос навеял комментарий, который я получила под одним из видео. Идемте, покажу наглядно. Очень легко определить ее возраст. Так вот, хотела рассказать по поводу возраста гортензии. Навеяла тему ваш комментарий, хотела ответить и забыла. Вот что я хотела сказать. Нашумевшая вот эта аллея возле пирамидалисов. И вопрос, знаете, как звучал. Вы нам показываете взрослые кусты, а говорите, что они молодые. Вы их или большими покупали, или им уже не столько лет, сколько вы рассказываете. Ну, начну я с относительно взрослого кустика. Вот этих двух кустов ванилы Фрейс. Это самые взрослые мои кустики, потому что 5 сезонов в саду, и им 4,5 года. Я их первые купила. Вот тут высадила. И вот на их примере я хочу показать. Им 4,5 года. Покупала я зелеными черенками. Что это значит? Зелеными черенками. Мия, а ну-ка вылезь. Вот вам. Там никого нету еще, ни кротов, никого. Хотя, может, и есть. Что значит зелеными черенками? Это веточки однолетний прирост, которые к концу сезона одревесневают. То есть вы когда покупаете, они немножко еще зеленые и немножко древесневеют. Это первого года, то есть черенки. И вот давайте посчитаем на примере вот этого моего 4,5-летнего в моем саду, а 5-летнего или 5,5 лет от времени посадки. То есть кто начеренковал, ей 5,5 лет. Что это значит? Как легко определить? Отойди, я буду показывать. Смотрите, возраст метельчатых гортензий считается по приростам, если вы ежегодно правильно их обрезаете. Вот эта веточка, немножко она у меня прикопана. Вот это купилась. Вот, кстати, не обрезала. Видите, пенечек. И вот это раздвоение наросло в самый первый год в моем саду. То есть вот такая она ушла у меня в зиму. Это был 21 год, наверное. Вот мы и считаем. Давайте будем считать сверху, тогда будет понятней. Это я обрезала вот неделю назад. Это прирост 24 года до развилки. Следующая развилка, прирост 23 год. Внизу развилка 22 год. И тут развилка 21 год. Все правильно. Вот и посчитайте возраст этой гортензии. 1, 2, 3, 4. Ну, с учетом, что я купила, вот эта веточка была, 4,5 года ей.
Это взрослый мой куст ванилы Фрейс. Вот этот, который мы с вами смотрим, любуемся. Silver Dollar такого же возраста. Сейчас покажу. Вот от нее взяты черенки. Кстати, пропустила, не обрезала пинки-винки. Увидела хорошо. Вот эти вот два кустика, сформированы базальные побеги нулевые штамбом, а внизу куст. Сейчас зайду сюда. Вот на примере вот этой деточки молоденькой. Хотя, когда на нее смотришь, огромные соцветия, большой куст. Вот этот кустик присели мы. Базальный вот этот побег рассматривать не будем. Это нулевой побег, растет из земли. Я его формирую штамбом, как я рассказывала. Кстати, также легко можно определить и возраст штамба. Первого года один побег вы оставили. И тут смотрим раздвоение. Раз, два. То есть этому штамбу ровно 2 года после начала формировки. Ну, а по возрасту гортензии, наверное, 3. Первый год веточка наросла, побеги дала. Вот они. И второй год. Это молоденький вообще штамп. А самой гортензии, наверное, 3,5. Ну, не наверное, а точно. Почему? Потому что он взят от материнского куста. Соответственно, на год младше я нарезала. Побеги эти, когда та гортензия на следующий год обрезка осуществлялась. Вот и считаем. Ну, с учетом того, что тут прикопала я, может быть, вот эти ветви с корнями вырежу. То есть будем считать, что там заглублен нулевой вот этот год после черенкования. Первый, второй, третий. И вот в прошлом году первый, 4-й год. 24-й год, 23-й и 22-й. То есть она была взята, вот эта веточка, в 22-м году. Также легко вы свою любую гортензию сможете определить возраст и при покупке в питомнике. Сейчас подойдем к тому полярному медведю. Я покажу, что он вообще молодой. Молоденький кустик, несмотря на такие огромные размеры. Ну, а вот Limelight. Я вам часто рассказываю, что покупала веточкой с вот этими 1, 2, 3 и вот толстая 4 разветвления у нее было. Посчитаем ее возраст. 24-й год, 23-й, 22-й и 21-й. Все. А в 2020 году был куплен вот этот ствол с вот этой развилкой. То есть ей тоже 4,5 года. Сейчас я вот черенкую. У меня фантом молоденький. Вот этот огромный куст, который я вам показывала. С него взяты черенки. Вот эти гортензии, черенки мои, я вам показывала недавно совсем их. Хотела просто сделать фотографию. Это я по 2 штучки взяла. Это гортензия Ренсам фрамбоизини. А это вот этот вот фантом молодой, кустик. Хотела просто сделать фотографию, показать. А когда вытаскивала из контейнера, чудо из чудес увидела уже корни. Смотрите, это корни у фантома. Казалось бы, большой такой кустик. Уже укоренился. Скоро будем пересаживать. Я буду пересаживать в больший контейнер. Покрутила, посмотрела. И тут тоже корешки есть. И я надеюсь, они будут цвести уже в этом году. Не надеюсь, а знаю, если все пойдет по плану. А потом решила посмотреть у Ренсама, кто черенкует. Ренсам очень отлично, самарская Лидия, черенкуется. И смотрите, первый признак, что укоренение прошло хорошо, это вот такими черенками отдревесневевшими, перед Новым годом нарезаны были и стояли в контейнере. Удлиняется ствол. Посмотрела, как-то я их
Просто брызгаю, приоткрываю и все. Посмотрела, пошло укоренение. Думаю, ну-ка я корни посмотрю. Тут отличные такие чудесные корешки видны уже. А помните, у одного я обломала побег. Думаю, а ну-ка я гляну, как он там, жив, не жив. Нашла его, вот он, смотрю, распушился. Вот эта веточка, но я ее уже не стала удалять. Думаю, вдруг там от корня еще пойдут. А вот эта, которую я, помните, просто положила. Вот один корешок поверху идет. А потом я повернула стаканчик. Смотрите, сколько у него корней. Вот вам и, пожалуйста, зелеными черенками и тоже пошел в рост. И эти тоже будут цвести. Разница, кстати, по листу. Это ренсам, а это фантом. Кто там черенковал, какие у вас результаты? В этом году я видео не снимала по черенкованию. Но вот это она меня просто удивила. Молодец, деточка такая хорошая. Вот по черенкованию и потому ждать или не ждать соцветий в этом году. Буду вам показывать, держать в курсе. И они в этом году будут цвести, если все сложится хорошо. Никакие эксцессы не нарушат нам наших садовых планов. Вот на чем хотела сакцентировать. Часто читаю комментарии. Плохо цветет гортензия, наверное, молодая, наверное, не наросла. Гортензия, если сорт не пересорт, сорт подтвержденный, хороший посадочный материал, цветет в первый год. Я взяла черенки вот с этих полярных медведей. Им в этом году 3-й год. Вот этим кустиком сейчас подойдем. Так вот, черенки цвели в первый год после черенкования. 8-месячные черенки цвели. Соцветия были не такие огромные, конечно, но больше ладони. И был виден сорт. Зубчики по краешкам лепестков. Даже однолетние гортензии цветут. Так что, если вас уверяют, гортензия молодая, еще нарастет, будет цвести, это вводят, мягко говоря, за нос вас. И вот определяем, сколько же лет вот этой моей гортензии полярный медведь. Чтобы было проще, идем от обратного. Вот этот штамп прошлого года формировки. То есть я оставила одну веточку. И вот на ней только первые раздвоения пошли, развилки. Этот штамп 1 года. Прошлого года формировки. В прошлом году была 1 веточка. Ну, а считаем, сколько же лет самому кусту. 24-й год, 23-й. И в 22-м она купилась вот с этими. Вот этот побег. И вон в земле еще один. Все. Вот это уже молодые приросты. Еще раз. 24-й год прирост. 23-й. 22-й купленный. 3 веточки тут было. Но они к концу 22-го года одревесневели. И ушла она в зиму. Сколько лет штамбу? 24-й год. 23-й. В 23-м году вот эта ветка была. Вот так просто и незатейливо вы определите возраст любой своей, акцентирую, метельчатой гортензии. У крупнолистных там более ровные ветки, обрезку мы не так делаем. И возраст определить просто по размеру куста можно. Ну вот еще вот этот штамп вам покажу. Фантома. Сколько же ему лет? Вы уже и без меня поймете. Идем от обратного. Развилка 24-го года. Приросты 23-го. А этот побег был высажен вот этой веточкой в 22-м году. То есть штамбу 2 года. В этом году будет 3-й сезон. Ну, начнется.
двухлетний штамбик. А смотрите, какие у него огромные, большие соцветия. Все зависит у гортензий от правильной посадки. Если у вас не суглинки, а другой грунт, тут придется слабый кислый замешать им грунт. И обязательно, акцентирую, обязательно хвойный опад добавляйте. Это как естественное подкисление почвы. Сосновый, еловый, любой опад. Правильный грунт и гортензии. Не надо их сильно залюбливать и удобрениями засыпать, заливать. Я, кстати, закупилась удобрениями по листу. Люблю плантафол. Купила всю линейку плантафола. И первая подкормка 20-20-20. Вторая подкормка перед цветением 10-54-10. И третья уже когда будет корень. По-моему, 5-15-45. НПК, где больше калия. Купила сразу большие пакеты, килограммовые. У меня был 3-килограммовый пакет, закончился уже. Купила килограммовые, чтобы потом, знаете, не надо было бегать и искать. Так вот, я люблю очень по листу удобрять под корень, пока от корня всосется, пока дойдет до листьев, до соцветий наших. Вот, что хотела вам я рассказать сегодня. Гуляют мои рододендроны. Вынесла их на прогулку. Сейчас пойду, наверное, хвойные чистить. Погода такая, что взяла ножницы, хотела обрезать. Вот эти вот хотела свои обрезать звездочки. Бутылка лежит возле тюльпанов от березового дегтя. Так я и борюсь с мышами. На прогулке вам расскажу. На прогулке по саду в феврале, как происходит моя вот эта катавасия с этими мышами. А хвойные чистить сейчас самое время. Минус как раз вот эти хвоинки все повычищать. А потом будет 0. Еще раз поправлю форму. И будет красота. Все, всего хорошего. Идите, посчитайте, сколько лет всем вашим кустикам. И будете знать. Большие соцветия, чтобы были еще раз перед цветением, когда только видите бутончики заложенные, соцветия такие зелененькие, брызгайте 10, 54, 10. И все, полив не забывайте. Почва, полив и удобрение по листу. Ну, от клещей вы помните, гортензия страдает больше всего от клещей. Кстати, я и акарициды купила, инсектициды, фунгициды, затарилась химией на полную, чтобы спокойно быть уже в течение сезона. Так, ну что вы, идемте домой, замерзли. Всего хорошего, все. Побежала домой, сейчас собак заведу и пойду туи свои чистить. Солнце такое, хорошо.